своими, вот на этот байкальский тракт, вот так вот встали сейчас. Верхний пальчик у вас упирается в ключичку, окей? Да. При движении руки вы находитесь в ямочке, Поставили пальчики так, сосредоточились. Сейчас сделаем с вами. Левая сторона. Левая сторона. Сейчас мы с вами сделаем напряжение вверх, расслабление вниз у нас само падает. Напряжение вверх, расслабление. Напряжение и потянули, диагностируем. Застой здесь плечи расслабь. Застой здесь. Что нам дает? Он дает проблему головы, он дает проблему руки, шеи, чего? У каждого свое пошло. Лопатка у нее левая пошла, да? Вачка, что у тебя пошло из-за этого трава? У меня правая. А у нее правая лопатка пошла, у вас пошло что? Ничего не чувствует. Еще раз сбрось ручки, опять поставь пальчики сюда, поставь аккуратно, не напрягаясь, не давя, совершенно расслабленно, как пианино. Напряжение вверх, расслабление. Напряжение. Расслабление, спасибо. Напряжение, расслабление, потянули. Потянули, потянули, потянули. Опять тогда делаем, если лопатка сильно, да? Вот. Что мы сейчас с вами тянем? Откуда мы мышку тянем? Вот здесь идет, да? Сустав четко чувствует. Вы что чувствуете? Это около лопатки. Около лопатки. Вы что чувствуете? В ямочке. Ямочка, как будто она. Вот. Поставила пальчики. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Потянули. Что потянуло здесь? Потому что ты четко должна в ухо опять прийти. Я пришла, только жар идет пока. Поэтому опять что? Всякое дискомфортное ощущение убирайте. Опять, еще раз вот здесь поделали, да? Убрали застой. Опять ручки поставили куда? На зону выведения лимфы с подмышки, потому что не можем пока подмышки коснуться. До тех пор не можем подмышки коснуться, пока у нас вот здесь все дискомфорты не уберутся. Напряжение, расслабление, потянули. Потянули, потянули, потянули. Откуда тянем опять? Где затор? Сердце, господа присяжные заседатели, оно этим местом разгружается. Это у нас с вами сейчас будет разгрузка сердца. Слушайте, что будет с ним происходить. Потому что это просто лимфостаз пока сердца. Потом пойдут уже изменения органические. Надо убрать лимфостаз. Что происходит с сердцем? Все тянете? Никто дискомфорт не поймал сердечный. И дайте отдохнуть. Расслабьтесь. Что с сердцем произошло? Что-то убралось. Сердце стало нормально стоять в грудной клетке. Ему в грудной клетке сердцу должно быть комфортно. Снизу ему мешает диафрагма, с боков сердцу мешает легкие застойные, со спины позвоночник в застой мешает. Бедные легкие, бедное сердце у нас, потому что оно как в тисках находится, как вот в тюремной камере стоит у нас в грудной клетке, да? Грудная клетка у нас начинает дышать, когда мы с вами убираем байкальский тракт, освобождаем. Очень часто при наличии головной боли, при проблемах артроза, артрита плечевого сустава, мы с вами находим удивительное расстояние лимфостаза. Это артерия красная, это синяя вена, а это оплетает ее лимфатическая сеть. Вот мы видим здесь узелки. Узелки между собой соединяются лимфатическими сосудами, и нарушение скорости оттока лимфы в подключичную зону, вот у нас удивительный угол, венозный угол называется подключичный, рождает нам вот эти заболевания, которые я вам сказала. Кроме того, он рождает сейчас проблему грудной железы. У женщины это мастопатия, у мужчин геникомастопатия, то есть мужская мастопатия, которая сейчас очень часто у нас
у мужчин встречается. Поэтому для того, чтобы убрать эту проблему плеча, мы должны с вами, грудной проблемы, мы должны с вами отработать подмышечный лимфостаз. Вот сейчас мы на пациенте, который имеет эти проблемы стадии лимфостаза на фоне воспалительного процесса в желудке, когда у нас лимфа становится густой, мы сейчас с вами попытаемся последовательно проработать подмышку для того, чтобы разгрузить и грудную железу, а на левой стороне это и сердце у нас с вами еще, да, видите, сколько мы на маленький кусочек вешаем с вами диагнозов. Но начинаем лечить эти диагнозы. Ящик Пандоры, вот такой вот он ящик Пандоры. Подмышечный лимфостаз, если есть. Но не допустишь, достанешь драгоценность. Очень многих после проблемы сучьего вымени и оперативного вмешательства в подмышечной зоне остается шов. Вот мы его нашли. Мы его сейчас нашли, вот он внутренний. Вот. И по диагностике шва, просто накладываем пальчик, мы с вами Вот узнаем весь. состояние спаечной болезни, которое в данном случае меняет ощущение всей правой половинки головы. Так? Глаз больше, нос больше, челюсть. А вот так вот вся правая половинка сторона, как головы. будто она распухает аж больше, чем левая. Вот такое ощущение ощущение, распухшей правой половинки головы. Поэтому, отрабатывая все швы, которые в теле есть, мы будем делать открытие, но это открытие позволит нам сделать легкую правую половинку головы. Медленно, спокойно по кусочку мы приведем в порядок мозговой кровоток правой половинки. Вот. Лапочка опустилась. Так, лучше ходит. Ну, значит, переборола воспаление. А то она была у нее и вверху, слава богу. О, вот так. Но опустила хотя бы. Значит, отек подмышечный все-таки сняли мы ей. Отлично. Эффекты лимфатического массажа на кошке. Это так, сама теперь себя лечит.